Ранее Reuters сообщал, что Москва рассматривает вариант, при котором ее замороженные активы будут потрачены на восстановление Украины, но при условии, что часть из них пойдет на нужды 4 новых регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кто сообщил? Reuters. Действительно ли Россия рассматривает такую возможность или будет добиваться полного возвращения своих активов? И если можно, второй вопрос. В Вашингтоне и Киеве готовятся к подписанию соглашения по редкоземельным металлам, при этом значительная часть этих ресурсов находится на территории 4 новых регионов России. В ходе встречи в Эр-Рияде и последующей консультации в США обсуждался ли вопрос добычи редкоземельных металлов и на этих территориях? И когда Владимир Путин приглашал американские компании к добыче ресурсов на территории России, подразумевался ли эти 4? Когда президент или другой представитель российского руководства приглашает зарубежных инвесторов к участию в проектах на территории России, он имеет в виду, разумеется, всю территорию Российской Федерации в полном соответствии с ее Конституцией. Вопрос на встрече в Эр-Рияде этот не затрагивался, не обсуждался, но мы говорили о том, как это, собственно, и подчеркивалось в телефонном разговоре президентов Путина и Трампа, говорили о том, что необходимо снимать искусственные препятствия для развития взаимовыгодных экономических и других связей, в чем заинтересованы представители соответствующих бизнес-структур и в Соединенных Штатах, и в Российской Федерации. Но это принцип. Надо сначала, в принципе, изменить нездоровую, глупую ситуацию, которая не позволяет даже разговоры вести между двумя великими ведущими державами. Что касается наших активов, которые сворованы прежде всего европейцами, то нет, знаете, об этом никаких конкретных разговоров не было. Но то, что как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет, у меня нет никаких сомнений, это естественно. Кстати, это понимают и американцы. Вот госсекретарь Марко Рубио недавно, вчера, по-моему, заявил, что вопрос о замороженных, как он сказал, российских активах необходимо рассматривать, причем рассматривать в увязке с теми шагами, которые были в ответ приняты Российской Федерацией и которые затрагивают интересы, в данном случае, американских компаний. Так что это здоровые размышления о том, что нужно отказываться от воровских методов и не рассчитывать на то, что они останутся без ответа. Да, кстати, вот еще одна интересная ремарка Макрона, который много нового чуда говорил. В частности, он заявил, когда его спросили на эту же тему, он заявил, что нельзя трогать арестованные в Европе российские активы, потому что это будет нарушение международного права. А вот прибыль, которую с этих активов они получают, ее вполне можно использовать на нужды поддержки той же Украины. Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международно-правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал.